Всем добрый день, с вами Татьяна. Сегодня я буду вязать вот такие вот простые следочки. Вот такая вот модель у меня сегодня на 2 спицах. Вот еще такие новые вяжу в розовом цвете. Это большой размер. Значит, вязать я буду спицами номер 3. Мне понадобятся спицы. Также мне понадобятся круговые спицы для обвязки. И верх я буду обвязывать спицами номер 2,5. Пряжа у меня было 100 грамм основного цвета. Осталось вот столько. Ну, сколько здесь? Грамм 20. И остатки были белый, зеленый, красный. Пряжу можно использовать любые цвета сюда подбирать. Значит, у меня акрил это стопроцентный. Турецкая пряжа, 240 метров, 100 граммах. Дора. Так, по подошве. По ходу вязания я детали измеряла в сантиметрах. У меня размер 36-37 я буду вязать. Если нужен будет больше размер, я тоже это сколько добавить, сколько убавить говорила. По подошве 22,5 сантиметра. Все вязала платочной вязкой. Вяжутся легко, быстро, без заморочек. Переходим к вязанию сразу. Перешли к вязанию. Значит, вязать я сейчас буду сразу 2 половинки, и левую, и правую. Поэтому разделю моточек, вот такой маленький еще отмотала. Сразу буду набирать 2 половинки на одну спицу. На размер 36-37 я вяжу, наберу 15 петель с одного моточка. И сейчас сразу со второго еще раз 15 петель наберу. Один, два. Обычным способом. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Набрали все. И буду вязать 2 половины. Значит, 36-37. Где тут моя бумажка? Если размер 38, оставьте также начало 15 петель. Потом мы это будем убавлять. Если размер большой, 39-40, наберите 16 петель. Так, сейчас что мы будем делать? Провяжем 12 полных рядов, потом немножечко убавим. Все вяжу лицевыми петлями. Первую снимаю, провязываем все лицевыми. Первые 15 петель провяжу и вторые 15 петель провязываю. Так, провязываем. Кромочную буду провязывать изнаночной. Первую провязала, теперь вторые. Точно так же первую снимаю и провязываю остальные все до последней. Так, это у меня получается здесь изнаночная сторона. Первый ряд набрала, будет лицевой. Так, перешли, опять развернулись и все вяжем опять лицевыми. Первую снимаем, провязываем лицевыми, кромочную провязываю изнаночной. Так я провяжу, как я уже сказала, 12 вот этих вот дорожек зубчиков у меня будет на все размеры. Да, на все. И на 36, и на 38. И вот я вязала 39-40. Провяжу сейчас 12 вот этих вот дорожек. Потом буду делать убавки до мыска. Значит, сейчас вяжем, пока у нас на спицах не будет 12 дорожек. То есть 12 полных рядов, лицевой и изнаночный. Провязала 12 зубчиков. Сейчас сразу замеряю. 5 сантиметров в высоту, в длину. И 5 в ширину. Так, теперь буду делать убавки в начале и здесь в начале. Значит, сейчас я провязываю первую спицу, не довязывая 3 петель до конца, сделаю одну убавку. Осталось 3 петли, 2 провязываю вместе. Убавила. Ох, затянула бы.
кромочную провязали. Теперь вторая спица. Первую снимаем, следующие две провязываю вместе. Опять убавила. Все, довязываем до конца все лицевыми. Убавки буду делать. Сейчас я провяжу изнаночный, лицевой, изнаночный без убавок, и потом буду делать опять убавку. Всего я сделаю 3 убавки. Убавлю до 12 петель. Значит, 36, 38 размер убавлю я до 12 петель. До 12 убавим. 39, 40 я убавляла до 13. Потом посередине я буду добавлять, забегу вперед, еще 3 петельки. У меня получится на 39, 40, 29 петель, на 36, 37, 38, 27 петель, чтобы здесь было нечетное количество петель по мыску. Вот так вот делаем убавки. Значит, что делаем дальше? Провязываем. Сейчас довязываю ряд до конца. Изнаночный вяжу все лицевыми без изменений. Так, провяжу 3 ряда. Провязала 3 ряда без изменений. Опять у меня лицевая сторона. Не довязывая 3 петель, 2 петельки провязываю вместе. Делаю, это у меня вторая убавка. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 петель. Вторая спица, первую снимаем, опять 2 провязываю вместе, убавила. Далее довязываю все лицевыми и последнюю через 3 ряда сделаю последнюю убавку. До мыска всего я провяжу по зубчикам, если просчитать, длина у меня будет 21 зубчик. Значит, на 38 размер провяжите на пару рядов больше. 22 зубчика оставьте. 39, 40, 23, 24 зубчика оставьте. Это вот до мыска. Вот это вот длина. Про нее я сейчас говорю. Значит, я провязываю 21. Вот по дорожкам посчитать. У меня будет 21 дорожка и 12 петель. Так. Довязываем, убавляем петли и встречаемся. Провязала я длину до мыска в сантиметрах 8,5 сантиметров у меня. Теперь нить обрезала. Беру контрастный цвет. Вязать можно подставлять любые цвета, какие хотите. У меня будет 3 цвета: красный, белый, зеленый. Вы можете делать 2 цвета, можете больше цветов. Поэтому здесь самое главное, как это связать. Так. Теперь весь ряд полностью сейчас провяжем контрастным цветом. Все, первую спицу полностью все провязываю лицевыми точно так же. Последнюю петлю тоже провязываю лицевой. Теперь 3 петельки добираю. 1, 2, 3. И продолжаю вязать петли со второй спицы. Так, здесь вот у нас хвостик остался обрезанный. Его надо тоже завязать. Довязываем все петли до конца. Так, 12 и посередине 3 у меня получилось 27 петель. Перешли на изнаночную сторону. Как я буду вязать по изнанке? Значит, 27 петель разделить на 2, это получается по 13 и 1 посередине. Сейчас мы провязываем 13 петель все лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Здесь набранные петли аккуратно. 13. Одна петелька, это средняя петля,
Мы из нее будем вывязывать 3. Одна лицевая вывязали, одну набросила и опять одна лицевая. Все. У нас осталось опять 13 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13. Провязываем их все лицевыми. Изнанку, всю изнанку будем вязать одинаково. 13 провязываем, из одной средней петли вывязываем 3 и опять 13. Только будет меняться, каждые 2 ряда будет меняться цвет. Так, довязываем здесь плотно, чтобы не было дырок. Плотно петельки, ряд до конца довязываю. Следующий ряд у нас будет начинаться опять контрастный цвет. Я буду цвет менять по изнаночной стороне. Сразу последнюю петлю я буду провязывать контрастным цветом. Подвязала, провязала. Так, переходим на лицевую сторону. Так, белый цвет у меня. По лицевой стороне, как будем вязать, первую снимаем, вторую и третью провязываем 2 петли вместе. Далее до конца ряда все провязываем лицевыми без изменений, не довязывая 3 петли, опять сделаем одну убавку. Так будем вязать каждый лицевой ряд. Так, вяжем до конца ряда контрастным цветом. Пришли в конец ряда, 3 петли осталось, 2 провязываем вместе и кромочная. Все. Количество петель у нас остается всегда одинаковое, 27. Вот у нас было 27, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27. Время от времени пересчитывайте, можно механически одну петлю пропустить, не убавить. У меня такое было. Так, перешли на изнаночную сторону, опять вместе с кромочной 13 петель провязываю лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Провязала 1 петелька средняя, одну провязала лицевой, одну набросила на накид и опять одну лицевой. Из одной петли провязала 3, вывязала. Осталось 2, 4, 6, 8, 10, 13 петель опять у нас осталось. Провязываем до конца без изменений. Все провязываю контрастным цветом. У меня это белый цвет. В конце ряда я подсоединяю новый цвет. Следующий ряд у меня будет зеленым идти. Контрастный опять. Жарко сегодня я. Так, зеленый. Подсоединила зеленый цвет. И еще раз пройдусь с вами сейчас. Опять лицевая сторона. По лицевой стороне, как мы вяжем, первую снимаем. Следующие 2 провязываем вместе. И в конце ряда также вместе. Все, 2 вместе провязала. Вяжу до конца ряда все лицевыми. Набранные петли из одной петли, которую мы набирали, точно так же мы все провязываем лицевыми без изменений. Так, пришла в конец ряда, 3 петли осталось, 2 провязываю вместе. Я их тут переворачиваю, поэтому вот туго у меня. И последняя кромочная провязала изнаночной. Еще ничего не понятно, но и опять изнаночная сторона
Опять 13 петель провязываем вместе с кромочной лицевыми. Средняя петелька вывязываем из одной 3 петли. Довязываем ряд до конца 13 петель. И переходим на лицевую сторону. По лицевой стороне кромочная. Первые 2 провязываем вместе. И точно так же провязываем вместе в конце ряда. Значит, так я буду вязать. Провяжу всего... Так, сколько что я провязала? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 вот этих вот цветных полос я провяжу. Довяжу сейчас до конца, замерю это в сантиметрах. Значит, это у меня будет 18 полос на мой размер 36-37. На 38 желательно примерить. Но я вот тоже оставила 18 полос. На 39-40 я связала вот розовые, которые у меня. Я там провязала 19 полосок, сделала. Так, значит, довязываем. Дошли до середины. Опять среднюю петельку вывязываем. 1 лицевая. 1 набросили. 1 лицевая. Все. Здесь добавили. А по бокам в начале и в конце ряда мы будем по 1 петле убавлять. Так. Вяжем. 18 полос. Это у меня вот получилась длина до мыска. Мысок мы убавлять не будем. Сейчас я провяжу 18 полос, к вам вернусь и будем вязать дальше. Так, вяжем. Так, вяжем дальше. Провязала вот такая вот деталь у меня получилась. 18 полосок я высоту провязала. Закончила по изнаночной стороне. Обрезала белую нить. Теперь также здесь сделала 1 добавку, потом ее убавим. Сейчас что я буду дальше делать? Здесь это все остается вот так вот, эти петли на спице. Основным цветом подвязываю нить на круговые спицы, набираю петли. Значит, у меня вот эта вот боковая серая сторона был 21 вот эта вот дорожка, 21 зубчик, значит, у меня будет 21 петля сейчас наберу. Потом здесь у меня было 18 полосок, 18 петель получится. Ну, дальше мы дойдем. Так, сейчас вот этот хвостик сразу можно запрятать. Если вам удобно, можете набирать сразу это спицей. Мне удобнее крючком. Так, хвостик вот так запутываем его сразу. Ввела под 2 дужки, захватила ниточку, набрала петельку. Так, набираем петли, дойдем до спицы, встретимся. Так, набрала по боковой стороне петли, последняя у меня вот 18 петелька. Теперь петли, которые на спице, я все провязываю лицевыми. Так, вот этот вот сейчас белый хвостик, его надо подвязать. Провязала лицевой. Теперь здесь у меня по узору осталось не провязанных 2 петли вместе, я их соединила. 1, 2, 3. Вяжем до конца ряда теперь. (27 петель у меня посередине будет. Как было в начале, так и сейчас остается. 27 у меня было. Если было 29, должно остаться 29. Так, довязываю петли со спицы. Предпоследняя здесь 2 вместе провязала. Последнюю лицевой. Все. Вот так вот. Теперь точно так же набираю по второй стороне. Ввела крючок под петли, вытягиваю под крайнюю дужку, вытягиваю петельку, опять по 2 дужки вожу, захватила, набрала. Так, наберем петли до конца. По лицевой стороне далее буду, по изнаночной стороне буду все вязать лицевыми, и по изнаночной, и по лицевой стороне все ряды буду провязывать лицевыми. Сделаем такой вот бортик. Так, подтянули. Что у нас здесь получается? Вот такой вот мысок получается.
Ой, центральную петельку приготовила и забыла отметить центральную петлю. Сейчас пересчитаю, сразу наметим центральную петельку. Так, набираем до конца все петли, возвращаемся, лицевыми вяжем. Продолжаю я обвязывать следок весь лицевыми петлями. Всего у меня в высоту получится 5 рядов. Я провяжу полных 5 рядов, 5 дорожек. Если размер 39-40, провяжем 6 дорожек. Опять же, зависит от плотности вашего вязания. 1, 2, 3, 4, 5 дорожек я провязала. Так, что у нас здесь получается? Вот такая вот деталь получилась. Значит, наметила сразу середину. Теперь, ну что, вам его замерить? Мысок, наверное, нужно. Высоту от разъема. И вот до конца 9 сантиметров у меня. И в ширину 8,5 почти. Боковые бортики по 2 сантиметра. Теперь сейчас переходим к подошве. Значит, вот эти вот боковые петли можно нить обрезать и сразу начать вот с подошвы. Я эти петли провяжу. Подошву я буду вязать на средних 9 петель. 9 петель средних я возьму на подошву. Потом буду ее расширять. Вот центральная петля. В каждую сторону по 4 петельки. 4 вправо, 4 влево. И начнем вязать подошву. Значит, сейчас что я сделаю? Провяжу вот до середины. Все петли опять провяжу лицевыми. Так, пришла я к середине. Значит, сейчас, чтобы было более понятно, вот эти вот средние 9 петель я возьму на отдельную спицу. 3, 4, одна посередине и еще 4. Так, 9 петель. Теперь провязываю эти 9 петель все лицевыми. У нас такая влажность повышенная, прям вот нитка прилипает к спице. Так, провязываю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Всю подошву буду вязать платочной вязкой, все лицевыми петлями. Провязала нить вперед, развернулась. Опять провязываю 9 петель. Первую снимаю, остальные 8 провязываю и буду делать по одной петельке, добавлять с боковых спиц. Так, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Одну добавили, получилось 10. Развернулись. Опять первую снимаем, провязываем 10 петель и 11 добавляем с боковой спицы. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я вяжу очень плотно. 7, 8, 9, 10, 11 добавила, подтягиваю, подтянули здесь, опять развернулись, первую снимаем, провязываем 11, 12 добавляю с боковой спицы. Так я буду расширять, пока у меня на спицах не будет 15 петель. Так, вяжем и по одной добавляем с боковых спиц. Расширила мысок до 15 петель. Дальше продолжаю все так же вязать лицевыми и последнюю петельку, крайнюю петлю с подошвы и одну петлю с боковой спицы я провязываю теперь 2 вместе по изнаночной стороне, соединяю лицевой петлей, я так делаю. Перешли на лицевую сторону. Что у нас здесь получается? Вот так вот.
Опять провязываем все лицевыми. Возьму другую спицу, чтобы было более понятно. Так, вяжу все до конца и последнюю петлю буду соединять с петелькой с боковой спицы по лицевой стороне. 2 вместе буду провязывать изнаночной петлей. Так я провяжу всю подошву до конца, пока не закончатся все петли. Вот крайние будем теперь соединять и довяжем до конца. Потом я к вам вернусь и будем вязать заднюю часть. Две вместе соединила. Все. Вот она изнанка. Так, что тут нормально. Ой, маркер повесила, растянула петлю. Значит, что сейчас сделаем? Вяжем подошву, дойдем до конца, встретимся. Довязала я подошву до конца. Значит, что у меня здесь осталась одна незакрытая петля, а здесь последнюю закрыла с этой стороны. Так, переходим к заднику, да. Начинаем вязать пятку. Можно сразу поднять с боковой стороны петельки и закрыть пятку. Я провяжу сейчас один ряд, так будет аккуратней. И тогда буду уже закрывать пятку. Так, опять же, с боковой стороны под каждой крайней петлей, под дужкой, захватываю ниточку и вытаскиваю петлю. Набрала, опять подхватила, набрала. Тогда беру петли до самого конца. Набрала петли. Теперь все набранные петли я провязываю изнаночными. Подошву потом провяжу лицевыми и точно так же наберу на второй стороне петли. Первую снимаю. Провязываю все изнаночными и петли подошвы провяжу лицевыми. И на вторую сторону перейдем. Провязала подошву. Здесь у меня одна петля осталась. Я ее закрываю. Продолжаю набирать петли со второй стороны. У меня получилось 18 петель. Так, наберу сейчас петли с этой стороны. И эти две спицы, первую и вторую подошвы, по изнаночной стороне я провяжу лицевыми. И в конце сразу начну убавлять подошву петли. Крайние петли по пятке, то есть у нас подошва переходит в пятку. Я начну их закрывать. Набираем до конца. Набрали петли, как я уже сказала, по изнаночной стороне. Провязываю все лицевыми, боковую сторону и петли подошвы. Подошва дошла до последней петли и сразу начинаю закрывать. Вот у меня последняя 15-я петля подошвы. Теперь она у нас переходит в пятку. Закрываю с петелькой с боковой спицы 2 вместе лицевой. Точно так же, как я вязала подошву, также вяжу и пятку. Значит, у меня было 15 петель. Сейчас я сразу с каждой стороны по одной петельке убавлю. Оставлю 13 петель и на 13 петлях буду пятку в задник заканчивать. Первую снимаю. 2 вместе провязала. Вяжу до конца пятки. И также провяжу 2 вместе в конце. Не довязывая опять вот 3 петель. 2 вместе провязываю. И последнюю соединяю с петлей с боковой спицы. 2 вместе провязываю изнаночные. Все, перешли на изнаночную сторону. Первую снимаем, все провязываем
лицевыми и последнюю петельку соединяю с петлей с боковой спицы. Так я провяжу до самого конца, все, без всяких изменений больше. Единственное, я в каждом видео, где вязала такой задник, чтобы пятка не была высокая, можно 1-2 раза провязать не по одной петельке закрыть, а сразу по 2. Уменьшить количество петель, чтобы не была высокая пятка. Опять же, при необходимости. Так, дошла до последней петли, 2 вместе, соединила. Все, перешли на лицевую сторону, продолжаем вязать. Значит, довяжем до конца пятку, закроем петли. Заканчиваю вязать пятку. Последний ряд у меня сейчас. В последнем ряду я кромочную петлю закрою изнаночной. Не лицевой, как я закрывала всю пятку, а изнаночной. Все, теперь дальше что я делаю? Закрываю все петли по 2 вместе, провязываю лицевой. Так, закрываем петли до конца. Так, пришла в конец ряда, до последней петли довязала, подвязала сразу белую нить и последнюю петлю я закрою белым цветом. Обвязку буду делать белым цветом. Значит, сейчас что мы сделаем? Нужно закончить верх слитка, обвязать. Можно пройтись сразу, обвязать крючком, рачьим шагом. Я вот сделаю вот такую вот обвязку платочной вязкой. Так, теперь на спице номер 2,5 я по всему верху наберу петли. Вот эти вот хвостики сейчас попрячем. Так, петли буду набирать в этот раз за заднюю дужку. Подхватываю ниточку, вытаскиваю. Не по 2, как я обычно делаю, а вот за одну, за заднюю. Косичка проходит по верху. Еще раз крючок ввела и вытащила. Пришли, вот разъем у нас здесь получается вот такая вот одна петелька. Точно так же вот ввожу, подтянула. Набрала. Всего у меня будет 58 петель. Так, набираем петли. Закончила набирать петли. Теперь далее я провяжу несколько рядов желаемую высоту. У меня вот меньше сантиметра получилось. Сейчас довяжу, посчитаю, 5 рядов, кажется, у меня. Первый ряд провяжу изнаночный, следующий ряд по кругу лицевой, опять изнаночный, опять лицевой, опять изнаночный. И закончу изнаночным рядом и закрою петли. Вот так вот. Все сейчас провязываю изнаночными, следующие, как я уже сказала, лицевым, платочной вязкой делаю обвязку. Так, что у нас здесь на изнанке? Все чисто получается. Так, сейчас вяжем платочной вязкой желаемую высоту. Вот это и вот такая, как ее назвать, бейка, обвязка. Я провязала всего лишь 3 ряда, 2 дорожки и закрываю петли. Петли закрываю изнаночными, закончила изнаночным рядом и изнаночными буду закрывать. Вот я уже закрыла. Так, по 2 петельки, только изнаночные. 2 петли вместе.
Закрыли. Сильно не затягивайте, чтобы здесь не было сильно туго. Так, и последние 2 петельки закрыли. Так, теперь сейчас, чтобы здесь не было вот этой вот дырки, аккуратненько надо закрепить это дело. Вот так вот. Все, теперь спрячем все хвостики, попрячем, позакрепляем. Все, на этом сегодня все. С вами буду прощаться. Всем спасибо за просмотр. Всем легких петелек. До новых встреч. Пока-пока.